So, Russia! Всем привет! Меня зовут Илья, и сегодня мы будем говорить о буквах. Я научу вас писать, не печатать, писать от руки. Это важно, поэтому возьмите листочек и ручку. А сейчас заставка! Начнем с того, для чего вам это может понадобиться. Во-первых, вы сможете писать по-русски быстрее, а значит, сэкономите время. Во-вторых, вы сможете читать тексты, написанные от руки по-русски. Например, рецепт от врача, ну или не сможете. Я, например, не смогу. Бытовые записки, ну и конспекты, в конце концов. А теперь давайте поговорим о том, насколько сильно рукописный шрифт отличается от печатного. Если вы учили русский язык, то без проблем сможете прочитать это слово. А теперь давайте вот так. Пиздец. И на самом деле не каждый русский способен прочитать то, что здесь написано. Лишишься. Надеюсь, вы не испугались. Должен сказать, что и в латинском алфавите некоторые буквы пишутся так же, как и в русском. С них мы и начнем. И первая буква – это буква А. А большая и А маленькая. Следующая буква – буква В. В большая, В маленькая. Она похожа на латинскую Б или Би. Но это В. Запомните и не путайте их никогда, ребята. Следующая буква – буква Е. Е большая и Е маленькая. Буква Ё пишется точно так же, только с точками. Следующая буква, очень простая, буква О. Дальше С. Как латинская Си. Си. Дальше буква У. Буква Х. Обращаю внимание, что это не X, а Х. Помним это. И буква Р. Большая и маленькая. Похоже на латинскую П. Пи. Следующая группа букв – это те, рукописный вариант которых похож на печатный вариант. Нам нужно их только закруглить. Пишутся они слева направо, сверху вниз. Давайте посмотрим. Первая буква И. Печатная. Закругляем. Получается рукописная И, большая и маленькая. Буква Е
И краткое пишется также, только с галочкой. Следующая буква К. Печатная. Закругляем. Получается К рукописная. Следующая буква Н. Печатная. Здесь немножечко такая волна. И, как вы заметили, всегда слева сверху можно поставить крючочек. Можно его не ставить, но часто он здесь есть. И часто русские так пишут, с крючочком. Следующая буква П. Печатная. И обратите внимание, как пишется большая. Сначала мы начинаем с хвостика внизу. Здесь напишется снизу вверх. С хвостика внизу выводим его, рисуем вторую палочку и закрываем крышечкой. Маленькая пишется как английская N. Очень просто. Следующая буква Ц. Печатная. Пишется сложно, поэтому мы сделаем проще. И научимся писать от руки ее. Большая и маленькая. Можно особо не стараться и написать как-нибудь вот так. То есть все поймут, что это Ц. Не выводить хвостик. Не обязательно даже делать хвостик вот здесь закругление в начале. Просто можно сделать вот так. Просто немножечко ее округлить. Просто углы очень сложно рисовать, писать, да? Буква Ш. Ее мы округляем. Получается Ш большая и Ш маленькая. Немножко похоже на W в английском. Буква Щ. Похоже на Ш. С хвостиком. Также, хвостик так же, как и с Ц. Можем его вывести. Да? А можем сделать проще. Сделать как-нибудь вот так. Все поймут, что это Щ. Следующая буква — это буква З. Большая З пишется как и печатная. Маленькая похожа на печатную, но с хвостиком как у У. То есть хвостик ниже строки будет у вас идти. Вот так пишется З. Следующая буква Ж. Вот это рисовать довольно сложно на письме, особенно когда пишете быстро. Поэтому закругляем и пишем вот так. На самом деле это тоже сложно. Буква очень сложная. Что большая, что маленькая пишутся одинаково. Я пишу ее просто вот так. Так, поверьте, быстрее. Но по правилам это делается вот так. Вот так все поймут тоже. Буква Э. Все очень просто. Пишется прямо так же.
буква Ю. Буква Ю пишется также. И буква Я. Начнем мы ее вот отсюда. И немножечко тоже сделаем хвостик такой. Так выглядит буква Я, и маленько пишется также. Еще раз. Снизу введем вверх и выводим направо. У нас остается еще в этой группе мягкий знак, твердый знак и «ы». Напоминаю, что они всегда только маленькие. Мягкий знак похож на себя, только немножко круглый. Так проще. Твердый знак. То же самое. Можно сделать немножко волну. Когда мы пишем от руки, мы соединяем вот эту часть и вот эту часть. Получается вот так. Еще раз. Пишем сначала как мягкий знак и отсюда же выводим палочку. Если вы напишете вот так, все поймут, естественно, что это «ы». А сейчас перейдем к группе букв, рукописный вариант которых не похож на печатный вариант. Это буква «Л». Многие иностранцы действительно вот так от руки пишут эту букву, но это безумно сложно. Ее проще писать просто вот так. Маленькая также пишется. Можно написать ее и вот так. Либо так, либо так. Ну и маленькая также. Следующая буква. Буква Г. Большая от руки пишется вот так. Сначала ведем палочку с небольшим крючочком наверх и накрываем крышечкой. Так пишется буква Г большая. Маленькая пишется вот так. Начинаем сверху слева и ведем такую как бы волну. Так пишется буква Г. Следующая буква – буква Б. В алфавите она выглядит вот так, большая. На клавиатуре часто она похожа на что-то вроде вот такого, и все путают ее с цифрой 6, но вот так никогда мы не пишем вообще. Вот так еще можно написать, вот так никогда. Она встречается только на клавиатуре. Большая будет писаться. Опять же, закругляем, да, здесь. И накрываем крышечкой. Так будет писаться буква Б. Маленькая пишется вот так. Еще раз повторим. Это новая буква для вас в написании, я думаю. Начинаем ее вести. И вот так она выглядит у нас. Следующая буква, буква Т.
она пишется от руки совсем не так, не похожа рукописная на печатную совсем. Пишется она вот как. Большая. Нам нужно поставить не одну палочку, как в «г», например, а 3 палочки. Как в «г» делаем одну, рисуем еще одну прямую и третью, и закрываем ее крышкой. Маленькая же буква пишется вот так, и это не «м», запомните. Если вы видите текст на русском языке, и там есть вот эта буква, а она там будет, скорее всего, это «т». Не путайте ее с буквой «м». Итак, у нас здесь что получилось? Получилось ЛГБТ. Буква «д» печатная пишется очень страшно. Как-то вот так. Никто ее так не пишет от руки. Это очень сложно. Мы ее пишем... Это не совсем логично и очевидно, но мы ее пишем, начиная сверху, ведем вниз, делаем небольшую волну и уходим наверх. Вот так пишется буква «д». Маленькая пишется вот так, как английская «дж». Строчка идет вот так. Также вы можете встретить такое написание буквы «д», как вот это. Так мы иногда пишем от руки, но чаще вот так. Запомните, что это тоже буква «д». Запомнили? Хорошо. Буква «м». Так выглядит печатная. От руки мы пишем ее. Начинаем снизу. Ведем крючок наверх. Потом вниз, наверх, вниз. «М» выглядит вот так. Маленькая выглядит так же. Так выглядит буква «м». Ну и осталась буква «ч». От руки пишется большая буква так же, как и печатная. Почти. Можно немножечко сделать здесь и здесь хвостик, немножечко закруглить, а в основном она похожа. Маленькая пишется же вот так. Здесь мы не сильно уходим вниз, и она похожа на, наверное, английскую букву «а». Вот на вот эту, да, некоторые пишут вот так. В принципе, почти то же самое, и мы расправились с последней группой букв. Итак, это были все буквы. По правилам, конечно, их еще нужно научиться соединять между собой. Русские этому учатся в начальной школе. Однако этого можно не делать. Я, например, пишу буквы отдельно друг от друга. И так даже понятнее. Давайте посмотрим. Мы уже брали слово «лишишься». Непонятно? Непонятно. Как бы я его написал? «Л» бы я бы сделал такую, мне так проще писать. Но можно написать и вот так. Разницы особо нет. Так, я напишу это слово, и будет понятно. Если у вас много «ш» или «т», можно ставить такие черточки. Если «ш», то внизу, если это слово, например, «лото», можно поставить на «т», это будет означать, что это буква «т». Это такой лайфхак.
На этом все. Если это видео было для тебя полезным, ставь лайк, а также подписывайся на канал и жди новых видео. До встречи!